Всем приветики! С вами Мелис, и сегодня у нас на подходе новая игрушечка под названием Симулятор палеонтолога. Мы будем играть за охотника динозавров. Так что, если ты хочешь продолжение этого ролика, не забудь поставить свой лайкосик царский, подписочку на канал, еще нажать на колокольчик, и все ссылочки в описании. Все, надевай наушники и поехали! Так, вот это получается наш музей будущее. Либо просто нам показывают, как он должен будет выглядеть. Потому что мы здесь будем создавать свой музей. И... Ух ты, сколько наград. И будем, в принципе, искать окаменелости. Музей начинает заканчиваться место. Подумай только, как не видно все началось. Мы сейчас будем собирать. Когда мне было 4 года, я любила рисовать динозавров. Вы мне предлагаете поиграть? Повернуть рисунок. Уберите это все, убери, пожалуйста. Вот. Так, берем карандаш и получается 2, 3, 4, 5, 6. Класс! Я давно не рисовала. Не думала, что в какой-то игре я буду рисовать динозавров. И кажется, я чуть-чуть пропустила. Совсем чуть-чуть. Но ничего. Сейчас все заладится. 3, 4, 33. Так, что у них тут за лапы такие странные? Так. Стержень нарисован, что он синий, а мы рисуем черным. Что-то здесь не так. Где-то нас обманут, я уверен. Ну, чуть-чуть подправим. Ничего, немного неаккуратненько, но это самый лучший динозавр в моей жизни. Это был один из самых волнующих дней в моей жизни. Когда мне было 8 лет, я нашел первую в своей жизни окаменелость. О! Офигеть, какая вода! Офигеть! Вот только непонятно вот эти точечки черные и даже звук воды, как мы ходим. Ну, в общем, должен быть другой. Ой, вода какая классная. Вот наконец-то научились воду делать. Вау. Ладно, поехали. А это пыль такая? Нет. Ну, классно. Так, ну, прыгни. Так, получается, мы будем тоже копать, искать камушки, всякие окаменелости, чистить их. Что-то еще делать. По ходу игры мы поймем. Так, мы уже собрали какой-то рук. Я потерял ее полгода спустя. Когда мне было 14 лет, я любил собирать и раскрашивать фигурки динозавров. У меня получалось это все лучше. А теперь мы будем собирать? Теперь мы будем собирать фигурку. В этой фигурке есть инструкция, ее проще всего собрать. Ну вы издеваетесь, ну что за дела? Теперь я буду собирать. Да? Ладно. Так, ногу вставим, другую ногу вставим, хвостик. И все, болтачку. Ой, ну миленький у нас динозаврик получился. Так, теперь у нас какой-то жесткий. Теперь задачка средней сложности. Нет инструкции, но есть рисунок. Так, повернуть игрушку горизонтально. Вот. Так, вот это у нас что-то большое, кажется. Вот, ага, это у нас вот сюда пойдет.
Так, вот это у нас, кажется, лицо. Вот это лапка какая-то, похожа на переднее. Да, вот это у нас там что-то на хвосте должно быть. Так, вот эта лапка, наверное, задняя. Ну ладно, хоть передняя. И то радует. Так. Это откуда? Это отсюда плавник. Назовем это плавником. Но это какие-то шипы. Так, я не мастер в динозаврах, поэтому сейчас всему научимся. Не обращай внимания. Так, следующее. Это самая сложная головоломка. В ней нет подсказок. А как я соберу? В смысле, что это за шарики? Ладно. Отлично, у нас динозавр. Отлично, я так понимаю, это хвост. Да, вот это лапка. Передняя. Или за... Передняя. Передняя лапка. Отлично. Я знаю такого. Я такого видала, да. Я в фильме где-то такого видела. Вот тут будет. Я не знаю, что это за попа. Так, вот это должно быть соединиться вот здесь. Вот. Да. Вот так вот встать. Вот это может вот так вот встать. Это, я не знаю, может туда встанет. Вот это, в принципе, можно сюда приделать. Вот это можно тоже вот как бы сюда приделать. Хвостик мы сюда заточим. Лапку вот сюда вставим этого тираннозавра. Переднюю лапку мы сюда приделаем. Нет, это задняя лапка. Вот это передняя лапка. Вот это задняя лапка. Идеально. Все, я эксперт по динозаврам. Я могу еще раз выбрать одну из фигурок, чтобы потренироваться. Я проверю, смогу ли собрать ее с другим уровнем сложности. Не, мне это не интересно, я их собрала. Давай что-то новое. Одна из фигурок получила приз на городском конкурсе талантов. Денежный приз, который я тогда получил через несколько лет, оказался как нельзя кстати. Лучшее приключение в жизни в 20 лет – это возможно. Мне было ровно 20 лет, когда я узнал о поиске добровольцев для работы с палеонтологом на севере страны. Такая возможность бывает только раз в жизни. Я рискнула, и у меня это получилось. Я не забуду этого до конца своей жизни. Так, игровой процесс. Основы. Подсказки игровому процессу. Важные интерактивные объекты, карта локации, карта путешествий. Так, смотрим. В правом верхнем углу экрана отображаются подсказки. Их также можно прочитать на планшете. Вкладка уведомления. В левом верхнем углу находятся подсказки для горячих клавиш F1. Так, в случае важных объектов описание появляется в левом нижнем углу экрана при наведении на них курсором. В случае интерактивных объектов под курсором появляется дополнительная информация. В некоторых случаях третьей подсказкой будет цвет курсора – зеленый или красный. Так, значки на компасе скрываются по мере увеличения расстояния. На карте в планшете можно выбрать объект или место, которым ты хочешь следовать. Можешь также поставить свой маркер путешествия. Так, после разблокировки новых локаций используй вкладку «Путешествия» на планшете, чтобы переместиться в другую локацию. В параметрах путешествия можешь выбрать день, время суток, автомобиль, на котором ты хочешь ездить, и хаб, с которого отправишься на поиски. Ага, прикольно, я поняла, что я ничего не поняла. Так, ладно, первая подсказка, она... Можно подсказку? Вот оно что. Так, вперед-назад, бег, прыжок, пауза, меню, планшет, таб, сесть в автомобиль, выбери дрон, открой круговое меню. Ага, но везде одинаковое. Поднять, использовать, изучить, отпустить и сбросить, сброс позиции. Так, сначала нам нужно таб. Получается... Сейчас мы находимся здесь, позади нас здание, справа нас здание. Это наш дрон, это наш автомобиль. Сообщение.
Добро пожаловать на Ага. Территория шахты. На самом низком уровне рабочие недавно обнаружили окаменелости динозавров. Работы были остановлены. После предварительного осмотра костей мы определили, что они принадлежат представителям рода Ornithomimos. Твоя задача внимательно обследовать область, выбранную для дальнейших поисков. Мы отметили ее на карте. Маркер на компасе тоже покажет соответствующее направление. Рядом с тобой стоит внедорожник с оборудованием, необходимым для поисков. Мы надеемся найти больше окаменелостей и собрать весь скелет для нашего нового музея. В нашем скелете отсутствуют кости, бедер, правой лапы, фрагменты позвоночника. Подробную информацию можно найти, проверить на вкладке «База знаний». Спасибо. Ага, она недоступна. Места. Ага. Уведомления. Поместите маркер в выделенную область на карте правой кнопкой мыши. Это первая подсказка. Она образует несколько секунд. Затем еще ты сможешь ее снова поискать. В вкладке уведомления на планшете игра автоматически сохранена. Так, карта. Мне надо на... вот сюда. Сядь в машину, чтобы поехать в район раскопок. Так. Залазим. О, следуй за указателями и стрелки компаса, чтобы добраться до места раскопок. А куда мне надо? Куда мне надо? Я по компасу что-то малость не понимать, куда мне надо. Ну ладно. Главная музыка в игре. Ну, ой. Ой, ой. А чё, нам не сюда? Мне показано... Блин, и проблема, я не могу камеру выше поднять. Так. Мне нужна карта. Значит, я могу поехать только по другой дороге, на которую сдаю назад. Хорошо. То есть я поеду по... Сейчас я посмотрю по карте. По карте. Можно по карте? Мне очень срочно надо посмотреть на карту. Самое, можно сказать, отвратительное, что происходит, я не слышу даже, как заводится машина. Как вы понимаете? Мы не слышим даже звук машины, а она как бы горная, она шумит. Кошмар как. Господи, а что опять? Устранение препятствий. Используй бензопилу, чтобы убрать упавшие стволы деревьев. Разбей камни кувалдой. Следи за цветом интерактивного курсора при использовании инструментов. Когда он зеленый, можно действовать. Ой. Если ты оказался в месте, откуда не можешь выйти, используй R для сброса позиции персонажа. В твоем автомобиле есть оборудование для раскопок. Если его использование для защиты зоны раскопок, нужно получить еще один комплект оборудования из хаба. Не забывай об этом, когда отправишь на поиски. Так, отлично. Нажав R, спасибо. Выйди из машины с помощью бензопилы. Так, хорошо, выхожу из машины. Мне нужна бензопила на двоечку. Бзз. Бзз. А что дальше? Это как мы нарезаем колбаску, да, на стол? То же самое сейчас делаем и убираем. Прикольно, забавно. Прям точно режет, где я ставлю. Круто. Ну давай еще уберем чуть-чуть. Все, мы в принципе можем проехать, я думаю. Так, мне не нравится, что музыка громкая, а все остальное довольно тихо. Поехали. Так. Управление жуткое, конечно, ну ладно. Впереди грязно. Нажми, чтобы заблокировать дифференциал.
Чё? Какой нажми, чтобы заблокировать дифференциал? Чего? Чё? Какой дифференциал? Вы что мне такое говорите? Причем здесь дифференциалы? Еще и нажми. Ё-моё. Здесь, кажется, еще перевод не очень-то и качественный. Что значит нажми в дифференциал? Я знаю, что его можно вычислить, но не нажать. Так, здесь у нас камушки. Так, использую молот, чтобы убрать камни. Так, молот. 3. Привет. Тук, 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 тук. Разбей камень на меньшие куски. Я это и делаю. Давай, дальше. Тук, 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 тук. Чувствую себя дятлом. Все? Тук, 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 тук. Это забавно, забавно. Забавно быть этим дятлом. Так, я проеду. Спасибо. Так, в итоге, куда мне надо? Я уже запуталась, куда мне, блин, надо. Кажется, мне вот сюда вот надо. Если я не ошибаюсь... Да, я не ошибаюсь. Мне вот туда надо. Так, блин, еще и камеру не поднять. Отвратительно. Просто отвратительно. Просто отвратительно. Не хочу так низко смотреть. Так, все, мы приехали. Паркуемся. Ты находишься рядом с местом раскопа. Припаркуйся в специально отведенном месте, установи палатку. Ага, вот специально отведенное место для парковки. Там прям написано парковочное место. Нет. Ладно. Извините, но я не знаю, где у вас тут парковочные места. Вот это? С понятием. А, видимо, все же надо на значок подъехать. Ладно. Сейчас давай подъедем. Вот это, наверное, парковочное место. Все, ограждаем территорию. Спать, чтобы пропустить ограждение территории. Не-не, я посмотрю, как я буду ограждать территорию. Во-во, это я так стараюсь. Пустила ограждение, чтобы всякие там детишки не залезли. Хотя, господи, где там в этих раскопках, лесах, окаменелостях, пустошных дети будут. Оно пошло, короче, вдаль на 100 километров, мы это даже не увидим, поэтому мы это немного пропустим. Вот так быстро все появилось. Палаточку поставлю, у тебя на планшете новое сообщение, прочти его. Игра автоматически сохранена. Поиски окаменелостей. Так, на территории раскопок используй георадар, чтобы найти камни, скрытые под землей. Расставляй флажки, чтобы отметить их положение. Хорошо, вроде понятно. Дальше. Песок и землю убирай лопатой. Обрати внимание на курсор, который покажет, где можно использовать данный инструмент. Понятно. Так, используй кирку, чтобы обследовать скалистое основание. Обрати внимание на курсор, который покажет, где можно использовать данный инструмент. Хорошо. Визуальный осмотр на этом этапе поможет тебе распознать камни из других геологических периодов. Благодаря этому ты сможешь быстро убрать их. Обрати внимание на подсказки. Хорошо. Так. Во-первых, мы идем вот сюда, наверное, я так понимаю. Вот, георадар мне нужно использовать на 6. Так, идет сканирование. Хорошо. У меня вот огромная есть местность, которая отделена от общего мира с моей палаточкой, в которой буду жить. Теперь я буду ходить с ней. Найди область поиска, чтобы отсканировать ее. Область поиска? А что значит область поиска? Вот здесь вот область поиска. Ага.
Так, здесь чисто у нас. Ой, может музычку погромче тогда уже сделать? Как-то здесь озвучка так себе, как с переводом, конечно. Но пока только в этом проблема здесь. О, я что-то нашла. Даже ты нашел интересное скопление камней. Поставь флажок, чтобы его пометить. А как? Сесть, выбери дрон. О! Используй лопату или кирку, чтобы обнаружить, что находится под поверхностью. Так, хорошо. Пока поищем еще что-то. О! О! Отличненько. О! Замечательно. Поехали, поехали, поехали. Ну, если оно, кстати, было почти рядом, так что, возможно, это прям останки динозавра, потому что они находятся рядом, и вряд ли кости сами по себе разбежались по всей местности. Так что логично будет искать рядышком, вот тут вот где-то. Это будет самое логичное. Тут, так, это не та вообще область. Так, ничего нету. Но я думаю, сейчас можно те раскопочки раскопать, потому что нам нужно всего 3, как нам сказали, позвоночник. Что-то там еще, что-то там. Так, мне нужна лопата. Теперь я буду копать. Так, так, так. Как сложно вести-то раскопки эти. Не везде можно копать, на самом-то деле. Так, дальше нам нужна кирка. Ой, ты чё упал на меня? Вот. А это можно киркой ломать. Лопатой мы это не смогли ломать, поэтому мы это ломаем киркой. Круто. Так, здесь что-то еще можно там как-то пододвинуть? Так, проверка. Обнаружение окаменелостей. Угу. Окаменелости излучает небольшое количество радиации. Благодаря этому можно использовать для поиска счетчик Гейгера, который укажет на камни с костями динозавров. Что у меня сегодня с русским? Как и у них, короче, проблемы. Используй мастерок, чтобы удалить грязь с камня и подготовить его к нанесению гипса на поверхности на время путешествия. Господи. После удаления грязи можно снова визуально осмотреть камень, чтобы узнать, какие виды ты обнаружил. Мелкие камни осматривая в руках, крупные можно проверить счетчиком Гейгера на поддоне. Так. Нажать на 7. Так. Ой. Ага. Так, подождите, я не успеваю все делать. Ладно, использую гипс для защиты хрупких окаменелостей. Хорошо. С гипсом я умею работать. Помести покрытый гипсом камень в транспортировочный ящик. Ящики небольшого размера возьми со склада пустых ящиков с помощью ноутбука для раскопок. Он будет доступен на поддоне. Большую часть окаменелость можно будет упаковать сразу после покрытия гипсом. Отлично. Так, поставь ящики с окаменелостями в машину, отвези их в хаб. Помни, что ящики небольшого размера можно перевозить легковыми автомобилями. Для перевозки больших ящиков понадобится грузовик. В хабе припаркуйся в специально отведенном месте, чтобы безопасно переместить ящики в транспортные слоты. Большие ящики можно выгрузить прямо из багажника. Подойди к нему и нажми указанную кнопку. Ой, господи боже, я уже устала. Так. Мастерком его теперь надо очистить. Ага. Так, 9. Замазать его гипсом. Чук, чук, чук. У тебя на планшете новое сообщение, прочти его. Мы получили информацию о том, что на территории уже охраняется. Теперь ты сможешь поиски, да, ладно.
Когда все окаменелости найдены, защищенные гипсом и уложены в ящики, перевези их на машине на хаб, отмеченной на мини-карте. Когда они будут готовы к транспортировке, отправь с помощью планшета распоряжение отвезти их в музей. Хорошо. Поднять. А теперь мне их нужно как бы положить в ящик, я так понимаю. Фу. Положить. Неизвестный вид, неизвестная кость. Ага, все. Перенеси ящик к машине. Ладно. Да. О, класс. Так, я пойду к своим другим окаменелостям. Думаю, вы не против. Так. Так, что мне надо? Мне надо 7. Счетчик Гейгера. В этом камне нет костей. Блин. В этом камне нет костей. Блин. Ладно, значит, идем на другие раскопки. Вот здесь начинаем копать. Так, значит, здесь вот этот только камушек. Все, а здесь нужна уже кирка. Тик, 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 тик. Так. Далее достижение бронзовый шовел. Отлично, кто-то там я. Какой-то ископаемый. Так, ладно, давай проверим это счетчиком. В нем нету ничего. В нем нету. В нем нету. А как мне выбраться? Я застряла! Так. А как мне выбраться? Ладно, на R. Нет. Сброс позиции. Левый Shift R. О, отлично. Куда меня перенесло? А как мне войти туда? Пустите! Там мои раскопки! Там раскопки мои! Пустите! Алло! Алло! Вы что творите? Вы без меня никто, вы знаете? Вы не справитесь без меня. Блин, а кому я говорю? Я тут одна работаю на себя. Я сама без себя здесь не справлюсь. Доберись сюда на машине с оборудованием, чтобы начать раскопки. Ага. Меня выкинули непонятно куда. Теперь разбирайтесь сами. Отлично. Так, ладно. Копаем тогда этот флажок. Так, можем еще раз посмотреть примерно, где оно находится. Оно находится вот тут вот. Когда берем, нет, лопату. Вот, оно вот здесь вот находится. Так. Главное, нигде не застрять снова. Самое главное. Так, смотрим. Оно вот здесь вот находится. Вот оно. Мне вот тут копать надо. А что, туда пошла копать? Сколько здесь камней теперь? Так, берем кирку. Угу. Так, проверка. Проверка оборудования. Хорошо. Берем счетчик Гейгера. Ничего нету. Счетчик Гейгера. Нет. Нету. 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 Что за дела? Так, мне не нравятся эти камни, я хочу их сломать. О, что-то нашла еще один камушек. Так, а это надо лопату походу. Это песок. Я уже начинаю понимать, где песок, где камень. Вот, это уже камень. Вот. Хотя тоже это... Ух ты. Куда я лезу? Так, кирку берем. Опять достижение какое-то дали.
Так, вот есть еще камушек. О, он нам нужен. Он нам нужен. Он нам нужен. Так, я хочу его взять. Как мне тебя взять, мой хороший? Нет. В ручки возьми его, пожалуйста. А, тебе его надо киркой побить, наверное, да? Нет. Камень с неизвестной костью. Как мне тебя? Мастерком? Гипсом? Сначала очисти от грязи. А как мне его от грязи очистить? Мастерочком. Блин, сначала эту хрень надо разбить. Так, ладно, вот сюда выкинем. Проведем визуальный осмотр. Ага. Так, подождите. Ага. Все, поняла. Мне сначала надо взять камушек. А я не могу. Я его не докопала. Вот. Теперь я могу его взять. Мне нужно провести визуальный осмотр этого камушка. Камушка, ладно. Очисти камень от грязи. Мастерочек берем. Подожди, стой. Так, я его очистила. Теперь мне надо его заделать гипсом. Получается, отлично. Теперь я его просто беру. Так, тихо. Как бы мне вылезть отсюда. Фу. Я справилась. Да, в этой игре будет куча багов. Из-за этого можно вылететь с легкостью. Так, давай, помещайся. Давай, у нас еще полно дел. Нам нужно еще одну кость найти. Так, хорошо. Берем наш лазер, который знает везде все. Вот, что-то вот тут вот находится. То ли вот тут, вот, то ли тут. Вот где-то что-то здесь находится, что ли? Нет, вот где-то вот тут. Вот под этим находится, значит, что-то. Так, дай я тебя разбомблю. Камень, уйди. Ой, камни сыпятся. Камнепад. Я нашла его! Я нашла! Ура! Я нашла его! Ура! Все, выводим его отсюда. Вот туда кидаем. Так, поднимаем. Начало. Скребочек. Отлично. Дальше. Гипс. Замазываем. Замечательно. Теперь мы берем и валим отсюда. У нас есть кости. Поехали. Давай. Быстрее. Я хочу уже открыть свой музей. Сейчас мы будем очищать, выводить эти кости. Игра использует ПКМ для карты, чтобы отметить место, куда нужно перенести все ящики. Угу. Отлично. Так. Это мне надо заправить машинку на всякий случай. Это мы умеем заправлять, мы умеем. Это точно. Так, теперь все, садимся в автомобиль и поехали. Все, поехали. Нам откроют? Нам откроют. Замечательно. Поехали. Теперь такой же долгой дорогой мы едем домой. Жаль, музыки нет. Ну ладно. Надеюсь, теперь никакое бревно не упадет мне на дорогу. Отлично, мы в камне сейчас застрянем и все. Господи. Обзор машины ужасный. Вот я не могу выше поднять. Здесь инверсия работает.
Теперь ясно все. Это думаю, чё камера не поднимается выше, когда ты в автомобиле? А здесь инверсия работает. Это ужасно. Надо будет посмотреть, может отключить. Ну, да, здесь есть еще над чем работать. Она, конечно, суховата, но интересная. Но интересная. Изюминка в ней есть. Над чем надо поработать, это музыка, во-первых. Она здесь постоянно. Ну, это может быть плохо, но здесь бы лучше какой-то звук леса. Вообще шум машины. Шум машины было бы идеально. А мы как будто не видим вообще. Так, все, встаем. Берем раз. Ставим на поддон. Кладем. И третий. Я все сделала! Я все сделала! Открой планшет в эти музей, перевести кабинет технологического эксперта. Так, хочет отправить ящики в музей? Да, я хочу отправить ящики в музей и сама отправиться в музей. Да, я хочу поехать в музей. А что, вы меня здесь оставите? Сами заберете мои окаменелости, которые я нашла с великим трудом. И поедете? Не-не-не. Господи, какой долгий ролик получается. Поездка в музей пролетела очень быстро. Мысленно я уже был на месте и готовился к следующему заданию. Препарированию и складыванию найденных костей. После прибытия в музейной лаборатории настало время очистить находки. Это был интересный опыт. Потребовалось много времени и внимания, но конечный результат был вдохновляющий. Так, думаю, серия уже как бы затянулась, и поэтому мы продолжим очищать все эти раскопки и строить свой музей в следующей серии. Так что не забудь поставить свой лайкосик, подписочку на канал и нажать на колокольчик. Я никогда до этого не просила, но теперь скажу тебе это сделать, потому что и уведомления не всегда YouTube присылает. Так что давай, все, нажми, пожалуйста. Еще спустись ниже, там можно написать свои самые лучшие комментарии, и ссылочки все в описании. Все, всем пока-пока.